Нагадай свое счастье. Здравствуйте, мои дорогие любимые. С вами снова Карина Захарова, таролог. Сегодня мы с вами погадаем тоже на новой колоде, которую вы еще тоже не видели. Это Таро Бутон Розы. В таком ретро-стиле, так, знаете, стиль коллажа. Очень крутая колода на замечательную тему, чем вас удивит сентябрь и чем обрадует. То есть, это два разных аспекта. У нас с вами будет 3 позиции. Видео всегда актуально в момент, когда вы его смотрите. Даже если оно записано много лет назад, да, вы можете применять на любой месяц, который вы захотите. То есть можно просто раскладывать с помощью этого видео на месяц. Да? Такая книжечка здесь у нас. Такая небольшая брошюра. Очень красивая рубашка, мне нравится. И вот такие вот карты, видите, в интересном стиле, вот в таком. Как будто бы не цветную фотографию вырезали и наклеили на цветной фон. Вот. Такой вот коллаж, можно сказать, да? Видите? Выглядит очень интересно. Мне понравилось. Итак, перемешиваем наши с вами карты. Первая карта покажет ваши цели на сентябрь. А чего вам в сентябре нужно и можно достичь. И также дальше будем смотреть, чем вас удивит сентябрь. И потом, чем вас обрадует сентябрь. Итак. Какую цель или какие цели вы должны и можете, и, как говорится, все шансы есть, да, и этого вы хотите, да, чего вы должны достичь в сентябре, и чего вы хотите достичь в сентябре, каких целей. Так. Первая позиция — красное сердечко. Вторая позиция — прозрачное сердечко. Третья позиция — розовое сердечко. Первая, вторая, третья. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте. Потом переходите на свой тайм-код. А мы начинаем с первой позиции. Остальные я убираю в сторону. Чем вас удивит сентябрь, чем обрадует. Значит, первая позиция — наше красное сердечко. И первая карта — ваши цели. Какие цели у вас на сентябрь, чего вы можете реально достичь, это тройка воздуха. В жизни вам в какой-то момент, может даже и недавно, да, пришлось пережить какие-то потрясения. То есть пришлось несладко нам, так скажем. Эта карта, она всегда показывает боль какую-то, слезы, печаль, разочарование в ком-то. И, конечно, в сентябре ваша цель наконец-то отойти от этого и забыть об этом. Или, по крайней мере, научиться жить с этим, или прощать научиться, или, может быть, не зацикливаться на чем-то. То есть жизнь, она нас постоянно чему-то учит. Соответственно, через то, что произошло, вы можете познать свои уроки, свой опыт, сделать выводы и, наконец-то, отпустить всю свою боль. Карта показывает, что, возможно, раз это тройка, да, что вы трижды сделали в жизни неправильный выбор в прошлом. И, естественно, этот выбор уже должен вас чему-то научить. По сути, тройки рождают что-то. И они рождают, так скажем, выводы какие-то, да, которые сделаны внутри нас. Мы понимаем, что раз тройка воздуха, да, то нужно именно усвоить урок и принять его, и больше никогда не совершать определенных ошибок. Почему мы плачем, из-за чего мы расстраиваемся? Именно из-за того, что мы уже сделали что-то, да, совершили ошибку. К кому-то привязались, например, очень сильно. Бывает такое, что все рождаются и все умирают, да. И бывает такое, что ты привязываешься к кому-то, к близким, к родным. Это тоже своеобразная ошибка. Ты не можешь не привязаться, ни к детям к своим не можешь не привязаться, ни к родителям, ни к любимому человеку ты не можешь не привязаться, потому что это у тебя взаимосвязь такая сильная.
Но в то же время жизнь учит нас ни к чему не привязываться. То есть она учит нас тому, чтобы осознать какой-то глобальный опыт, да. И поэтому, конечно, эта карта говорит о том, что даже просто привязанность к кому-то — это уже ошибка. И когда мы теряем, ну, даже если кто-то умирает, мы постепенно учимся никому не привязываться, потому что каждый раз будет очень больно терять. И человек после многочисленных потерь не привязан ни к кому, потому что он знает уже, что он все равно может кого-то потерять, понимаете? Но в каждой жизни у нас свой опыт. Иногда мы страдаем неразделенной любовью, иногда многочисленными потерями близких, иногда мы попадаем, там, не знаю, в какие-то катаклизмы, там, жизненные какие-то мировые события. И каждый раз это что-то вот нас закаляет в боях, так скажем. Хорошо, давайте теперь посмотрим. А чем вас удивит сентябрь вообще? Чем же он вас так удивит, этот сентябрь? Так, мы здесь видим, значит, королеву кубков. Дальше у нас колесница. Так, и я хочу где-нибудь вот так прям вытащить эту карту. Звезда. Вот видите, не зря ковырялась там в колоде. Судьба. Так, а теперь давайте сразу достанем карты, чем обрадуют, да? Девятка воды. Девятка огня. И восьмерка воздуха. Ну, карты у вас явно очень крутые выпали на сентябрь. Почему? Потому что чем он вас удивит? Ну вот четко видно, что издалека, очень сильно издалека знак идет, да, приедет какая-то женщина. То есть это вы очень удивитесь, возможно, в гости или кто-то из родственников. Вот знаете, то есть карты являются таким знаком. То есть любой таролог будет выкладывать эти карты, он вам скажет: к тебе приедет какая-то женщина издалека. Или ты поедешь с какой-то женщиной за границу, например. Однако здесь у нас именно суверенитет воды. И это значит, что женщина является абсолютным лидером. То есть та, с кем вы будете общаться, она абсолютный лидер. И иногда эта карта, она может показывать короля кубков. Ну, то есть какого-то мужчину. В каких-то случаях, кто смотрит вот видео сейчас, да, вы встретите в гости женщину или с ней отправитесь куда-то. Часть из вас встретит в гости мужчину и с ним отправится куда-то. То есть либо то, либо другое, да. Но если разбирать карты по одной, то есть чем удивит сентябрь, да, идет момент, ну вот какой-то очень большой глубины чувств, может быть, взаимоотношений с каким-то человеком. Я хочу поближе показать эту карту. Понимаете, она говорит всегда о том, что есть вот как будто какое-то, как, ну, не знаю, душевно-эмоциональное единство, очень интересный человек в вашем круге общения. То есть вы даже не подозревали и не знали, что у вас появится с каким-то человеком такая сильная душевная привязанность. И, может быть, либо вы не подозревали, там, допустим, что какой-то человек испытывает к вам чувства, или вы не думали, что отношения развернутся в очень хорошую сторону, да. То есть эта карта, она именно показывает какого-то лидера в вашем присутствии, но в то же время с этим человеком, вот, который проявляет лидерство, могут быть конкретно прям чувства, прям конкретно какие-то вот, ну, не знаю, эмоциональные переживания очень сильные. Да, это может быть и дружба, но часто это бывает... Вот эта карта, она вообще показывает успех в любви, ну, то есть это вас удивит, то есть вы этого совершенно не ждали, понимаете? И вот смотрите, рядом колесница, прорыв, да? То есть у вас в личной жизни, в отношениях каких-то может быть настоящий прорыв. Даже если это дружеские отношения, но чаще всего любовные. Посмотрите на эту прекрасную колесницу. Женщина едет в открытой машине с кошками куда-то по шоссе, да?
Конечно, карта очень часто показывает поездки, путешествия, общение с людьми на расстоянии, передвижение, покупка машины. Может быть, сентябрь удивит вас вообще покупкой просто транспортного средства, да? Даже любого на колесах. Карта очень интересная. Она показывает расслабление, радость, веселье. Кошки, они всегда вызывают умиление. То есть вы будете точно знать, куда в сентябре идти, да, но с другой стороны могут быть разные сюрпризы на этом пути для вас и различные неожиданные знакомства и события. По сути, вы будете доверять тому пути, который у вас есть, даже с неожиданностями. Самое главное — это обрести ясность, ну то есть чего я хочу, да, и просто двигаться к цели. Вообще эта карта очень часто берет и помогает достигнуть цели, да. Дальше, значит, мы вообще видим звезду, которая показывает тут русскую балерину, да. И мы понимаем, что, возможно, вы прославитесь в сентябре. Это вас может удивить. Ну, допустим, закинули ролик в социальные сети, никто не ожидал, прославились. Или шли по улице, встретили репортеров, у вас взяли интервью. И что-нибудь еще другое, да. Может, вы вообще к этому стремились, к славе, к тому, чтобы, там, допустим, участвовать в фильмах каких-то, в массовке, а попали в какую-нибудь роль, да, и так далее. То есть эта карта, она, конечно, такая чудесная звезда, да, и она показывает, что можно прославиться. Но и также она напоминает о бессмертии. Ну, то есть можно оставить свой след в этом мире. И также она говорит всегда о чудесах. То есть чудеса какие-то могут происходить. То есть совершенно неожиданные для вас, чудесные именно события, которые невозможно даже вот у каждого из вас, конечно, предсказать для каждого, потому что они у всех разные, да. Но какие-то удивительные события могут происходить, совершенно мистические, неожиданные для вас, непонятные, почему это произошло, да, то есть как откровение свыше. Звезда, она показывает надежду, она показывает космическую помощь, она показывает духовное обновление, да, и исцеление. То есть, может быть, произойдет какое-то внезапное исцеление, там, допустим, тех же ваших душевных травм и переживаний, там, да, и каких-то ваших прошлых там обид. Идет исцеление. То есть, вообще, сентябрь для вас несет очень много хорошего на самом деле. И, конечно, это больше так, ну вот, впечатлений, радости, чем, допустим, уход в себя, там, горе какое-то. Нет. Именно вы будете и на внешний мир очень ориентироваться, и много общаться, да, и путешествовать, или там, ну, общаться с людьми много. И как-то вы вовне будете тоже ориентированы в том плане, что не копаться там в себе, да, не мучиться, а именно думать и о других, и о том, там, чего вам хочется добиться, о каких-то своих рабочих делах, творческих проектах, да. Но, конечно, это не фиксация на плохом, тут не видно этого. То есть то, что сейчас у вас какие-то, может быть, не очень хорошие моменты, да, и вы хотите от них избавиться, это цель ваша на сентябрь, вы ее явно достигнете, потому что видно, что вы сменяете, так скажем, одни впечатления другими, и следующие пошли. То есть в этом суть. Дальше, значит, мы видим, чем обрадует сентябрь, да. И мы видим девятку воды, а она исполняет желание. Чем обрадует сентябрь, это явно исполнится какое-то ваше желание в сентябре. И также вообще в этой колоде карта именно и говорит: желание исполнено. Желание исполнено, вы можете прямо его загадывать, и оно у вас реально исполнится. Вообще карта исполняет только истинные желания, не те, которые выдуманы, и не те, которые не являются нереальными, а именно истинные желания, которые идут у вас от души. И которые, вот если исполняются, то это ведет к истинному вашему, ну, там, удовлетворению, радости, да. Дальше, значит, мы видим девятку огня. Тоже интересная карта, посмотрите на нее внимательно. Мы здесь с вами в гору забираемся, то есть вы буквально с большим трудом будете преодолевать, да, то есть вы будете забираться в какую-то очень важную для вас гору, преодолевать проблему, достигать, да, чего-то, и в итоге достигнете. То есть мы видим здесь карту бдительности, но с другой стороны, как будто бы это последний этап. Вы настаиваете, и, естественно, вы заботитесь о том, чтобы у вас все получилось. Вот есть какое-то важное дело на сентябрь, которое вы хотите выполнить, и вы его выполните. Вы затратите много сил на это, но вы достигнете вершины.
Конечно, это такая победа, но с большим трудом. Но вы очень обрадуетесь, когда победите. А ведь и правда, что нас радует истина? То, на что мы потратили много сил и энергии. Вот как вы на нашу девятку огня, на нашу девятку жезлов, да? То есть потратили силы, когда достигли, конечно, обрадуетесь, потому что вкладывали туда энергию. Естественно, будете рады. Дальше, значит, мы видим здесь восьмерку воздуха. Смотрите тоже на нее внимательно. Такая интересная карта с большим полнолунием, да? Может быть, кстати, в сентябре что-то произойдет именно в полнолуние. Такое интересное для вас. Обязательно обратите внимание на сны в полнолуние, да? То есть они могут быть пророческими. Карта показывает, как будто бы человек хочет сбежать из клетки из какой-то. То есть у вас была ограничительная клетка. Вы как будто бы были задавлены обстоятельствами в каком-то вопросе вашей жизни, и, соответственно, вы бежите от этих обстоятельств, то есть вы убегаете из этой клетки, да? Также эта карта показывает сеть интернет. Ну, то есть мы видим здесь сети. Сеть интернет. Может быть, вы будете, что вас обрадует, да, работать в интернете, и это будет приносить свои плоды. Ну, конечно, карта говорит о кропотливой работе в сети. Ну, то есть, когда ты с помощью интернета, сети соединяешь многих людей, вот как я вас сейчас всех соединяю своим видео, да, вы объединяетесь и смотрите. Вот, тут то же самое. То есть человек работает, и многих людей может объединить сетью интернет. И, соответственно, чем больше вы людей объедините, тем больше у вас будет результатов, да, успеха. Но тоже нужно уметь кропотливо сидеть с этим, возиться, затрачивать усилия. И это даст свои плоды, свои результаты для вас. Естественно, это нормально. Поэтому это вас и обрадует, да. То есть те, кто работают в интернете или являются там блогерами, или, может быть, у вас интернет-магазин какой-нибудь, да, или площадка там, на которой вы работаете. Естественно, у вас пойдут результаты от ваших затраченных усилий. Вот вы повозились, посидели, и вы будете очень рады, вы же затратили усилия. У вас получилось, но перед этим вы сделали именно усилия. Вот. Поэтому сентябрь для вас, естественно, месяц довольно продуктивный, но и энергозатратный. Причем мы тут делаем выводы, да, что у вас могут быть как путешествия, так и встреча гостей. Вот, построение отношений, да, довольно счастливых. Поэтому дерзайте, сентябрь и удивит вас, и обрадует, и все будет хорошо. Даже если сейчас вам кажется, что вы отходите от прошлых душевных переживаний. Ну, вот такая у нас первая позиция. Вот такая первая позиция. Вообще вот я хотела еще именно спросить ваше мнение вот по поводу новых колод. Какая из новых последних колод вам больше понравилась? Вот колода, на которой мы сейчас гадаем, да, Таро Бутон Розы. Про нее напишите свое мнение, может быть, в комментариях, кому нравится эта колода. А еще у нас тут до этого, да, были с вами колоды. Это и Таро Сад Ведьмы, да, и также у нас были Таро Star Child, это Звездное дитя, да, и было, значит, вот такое Таро Зачарованный сад. То есть пишите, какая колода из последних вам больше всего понравилась. Так, вторая позиция. Итак, первая карта. Какие цели можно и нужно ставить на сентябрь, что вы их точно достигнете, да? Вообще, какие цели вам нужны в сентябре, чтобы вы их достигли? Тройка Земли. Но первая цель всегда по тройке Земли – это взаимодействие и сотрудничество, как вы знаете. Тут у нас дети, они вместе все играют. То есть они объединились в одну группу детей, правильно? И они все делают что-то вместе, то есть они подружились. Вот у вас тоже цели на сентябрь, вы можете ставить такие цели, чтобы с кем-то подружиться, с кем-то быть в едином коллективе, что-то вместе делать, да, сообща, а не в одного. Сейчас я включу свет, опять уже темно. Соответственно,
вы должны понимать, да, что тройка Земли, она просто так не падает. Вам, значит, не хватает чьего-то общества, чьей-то помощи, общения с людьми, взаимодействия с людьми, им доверия, да. Вот знаете, как ребенок, который, ну, не знаю, приехал в чужой город, пошел в чужую школу, и он один-одинешенек, ему очень хочется с кем-нибудь дружить, но никто пока еще не дружит, да. Но у него в ближайшие там месяцы или в месяц есть шансы, конечно же, завести хорошую компанию друзей в новой школе. Правильно? Вот как мой сын. Мы переехали, он пошел в другую школу, да, и сначала он был один, а потом к нему начали потихоньку подходить друзья, там, ну, не друзья, а еще пока просто знакомые, другие ученики. И, соответственно, они к нему подходили, потом подружились, начали общаться. Он тоже открывался потихоньку для общения. И вот у вас как будто такая же ситуация, ну, не такая ровно, да, а какая-то, может быть, похожая, может, новый коллектив, может быть, просто вы нелюдим по жизни, но уже пора с кем-то дружить, понимаете, с кем-то общаться. Потому что вы, привыкли все брать на себя. А эта карта показывает взаимодействие. То есть вы без других людей совершенно не справляетесь на самом деле. И ваша цель объединиться, ну, даже, может быть, попросить у кого-то помощи. Вообще больше дружить, общаться, потому что вы замкнулись, скорее всего. У вас мало общения, мало друзей, мало знакомых, которые могли бы вам помогать в жизни. Или вообще вам не с кем поговорить там, да, допустим. Или не у кого попросить там, не знаю, какие-то элементарные вещи сделать, которые вы и сами не можете сделать. Ну, в общем, думайте, что это может быть. Но карта явно коллективная, да. Еще. Тройка Земли, она показывает повышение благосостояния. Почему? Потому что здесь энергия явно радостная и растет. Она показывает то, что у вас может быть цель на сентябрь повысить уровень дохода. И вообще устроиться на хорошую работу, в хороший коллектив, допустим. И еще цель, какая по ней может быть, да, это устроить детский праздник. Вот бывает такое, что напрямую показывает карта. То, что на ней изображено, то и показывает. Ну, то есть у вас есть ребенок, у него день рождения в сентябре, там, да. Или у вас есть ребенок, который просится к кому-то на день рождения в сентябре. Ну, отпустите тогда. Или если у кого-то дома там у ребенка день рождения в сентябре, устройте вы этот праздник. Ну, детей же там приглашайте, чтобы они прыгали, бегали, конечно, по поляне вот так же. Вот, то есть напрямую может означать, да, какие-то цели. Хорошо. Давайте теперь посмотрим, а чем вас удивит сентябрь и чем он вас обрадует. Итак, удивление, да? Десятка воздуха. Какая интересная карта. Так. Сила. И шестерка огня. Так. Теперь чем обрадует сентябрь для вас? Вас, вернее, вас, да? Тут у нас типа отшельника. 9-й аркан, отшельник, да? Дальше, значит, семерка воздуха. И дьявол, конечно же. Ну, почему бы и нет, правда, что? Как нас дьявол может не радовать вообще? Ну, это реально. Шутка. Так, ну хорошо, давайте теперь обдумывать наши карты. Например, в первом ряду идет знак, да, что вас удивит. То, что заканчивается период применения великой силы, да, и даже, может быть, затрачивание гигантских усилий, да, как будто вы силач. И открывается возможность победить.
да, то есть стать просто уже победителем, уже не надо будет прикладывать огромную силу, а уже просто получить результат, то есть свои лавры, свои плоды. И обрадует, вот смотрите, как будто бы идет момент, когда человек, отшельник, очень долго скрывал свои чувства, скрывал свои истинные эмоции, да, а потом он сдался, ну, то есть пошел на соблазн, вот так. И начал выражать свои какие-то чувства через, ну, даже вот как, ну, привязанность, да, через влечение. Те чувства, которые человек скрывал к вам, он может начать их выражать, причем неважно, мужчина это или женщина, но выражать именно страстью, ну, что ли, или романтикой какой-то, вот так. Но это именно знаки, да. Теперь давайте разберем все-таки наши карты более подробно. Вот чем вас удивит сентябрь? Сначала десятка воздуха, да? Давайте я вам ее поближе снова покажу. Вот, наша десятка воздуха. Смотрите. Эта карта показывает тот аспект, что ли, вашей жизни, который, если вы не смогли изменить, да, то его можно просто разрушить. Ну, то есть в конечном итоге все ломается, все разрушается, да, и обретает свою свободу. Бывает такое, что ты думаешь о чем-то, что ты хотел бы изменить, там, исправить, преодолеть. Или борешься с чем-то, ну, вот как говорят, да, это бить руками по воде. Вот. Борешься, а потом в какой-то момент понимаешь, да мне пора это давно уже отпустить. Ну, то есть разрушить, разломать, и пусть оно идет к чертям, как говорится. То есть, ну вот когда ты бьешься, допустим, над кем-то, над человеком, да, там, хочешь ему помочь, там, да, вот как есть многие люди, которые мне пишут, что они очень хотели бы кому-то там помочь, хотя этот человек вовсе об этой помощи, ну, допустим, даже и не просил, да, а вот, ну, его спасти надо. Вот его надо спасти, а он все не спасается и не спасается, и не спасается, и не спасается. Ну, свои же мозги не вложишь человеку в голову. И вот ты бился над ним, бился, он все не спасается и не спасается. И думаешь, пусть он идет уже к собакам, да, и с ними там лает. Вот понимаете? Вот в этом суть этой карты, в этой колоде. Что то, что невозможно согнуть, можно сломать, разрушить и выбросить. Оно же все равно не сгибается. Ну зачем ты его гнешь? Ну, допустим, взять там, не знаю, ну, момент... Здесь изображена больница, да? Больница, и как уже кто-то в ней помер. Безнадежный, больной. Помер, да, и все, освободился от мук своих. Вот тут то же самое. Вот, понимаете, бывает такое, что все в этом мире нужно лучше отпустить, чем его домучивать. Вот знаете, как и лежат люди, мучаются, да? Да что ты их мучаешь, там, поддержишь в них жизнь уже и все. Ну, отпусти уже этого человека. Вот тут то же самое. Вот вымучили вы какую-то свою ситуацию, какую-то историю в своей жизни. Ну, не знаю, допустим, есть люди, да, у которых там, не знаю, прирожденный талант. Хочет человек там играть в кино, и его сразу на главную роль берут там, и он становится там супер великолепным актером, которого все знают. А есть другие люди, которые очень хотят сниматься в кино, быть актерами и все такое прочее, но их, кроме как в массовку, никуда не берут. Проходит 5 лет, 10 лет, 20 лет, а в массовке этот человек так и тусуется, и никакую роль его не берут. То пошли ты эту уже актерскую карьеру подальше, и вообще ты прирожденный повар, да? Вот понимаете, вот иди зарабатывай, потому что ты на самом деле вообще повар. Все. Вот об этом вот задумайтесь. Вот это вас удивит даже, я бы сказала, в сентябре, что вы это поймете и решите просто отпустить, потому что домучивать хватит. Вот любое, что угодно. Вообще, когда ты домучиваешь, ты и себя мучаешь. Вот реально.
там не поддается что-то, да просто, ну и ладно, вот и все. Ну и все, ну и не получается, ну и все тогда. Вот понимаете, вот так. Не надо там уже применять свою силу. Дальше, следующая карта у нас как раз-таки вот эта сила, да. Вот как я говорила, если карты в связке читать, то мы с вами их прочитали, но теперь по отдельности. Сила это вот здесь это силачка. Она и львов укращает, и штангу вот эту поднимает, такая крутая, да. То есть она, так скажем, сквозь боль, сквозь пытку своего тела, сквозь возвращение постоянно к спорту, там, да, к физическим нагрузкам, вот преодолела все и стала вот таким вот там победителем-силачом. Понимаете, то есть это идет постоянное напряжение в жизни, вот особенно спортсменов, когда они день за днем, час за часом тренируются, без передышки практически. То есть они редко делают себе передышку, да, но чаще всего они показывают класс вот в том плане, что если вот чего-то хочешь реально каких-то медалей добиться, то практически не отдыхают, а только их тело постоянно трудится в физическом смысле. И вот понимаете, эта карта, она показывает настойчивость, очень сильную настойчивость. Кто-то может к вам в сентябре проявить такую настойчивость, очень сильную настойчивость. То есть за вас взялись и над вами прям буквально работают. Такое вот очень часто показывает карта силы в отношениях. То есть за тебя взялись и над тобой трудятся настолько, что ты уже сдаешься. Дальше, значит, сила духа, да, то есть вас может даже удивить кто-то, кто проявил такую силу духа, что вы взяли ее для себя как пример. А может удивить ваша сила духа, с которой вы справились с какой-то трудностью и проблемой, да. И также эта карта, она показывает очень сильную страсть, но с которой ты умеешь совладать. Ну, то есть ты стремишься к чему-то, ты очень желаешь кого-то, чего-то, но ты научился брать это под контроль. И ты сам удивляешься себе, насколько ты берешь это под контроль, да. Вообще сила — это набор энергии, жизненной силы, мощи такой. То есть вообще эта карта, она показывает, допустим, после упадка сил, да, может быть полный возврат сил и энергии. И, конечно, это интересно. То, что раз ты там из нуля там возродился, там из апатии поднялся, из депрессии вышел, да, и там такой себя не узнаешь, удивляешься. Ну и, как вы понимаете, следующая карта — победа над чем-то, да. Вообще эта карта, она показывает прорыв такой в жизни. Вот вы удивитесь, насколько, может быть, там легко вам далась какая-то победа или просто далась вообще какая-то победа, которую вы не ожидали, да. Это успех. То есть успех — это всегда праздник. Вы обретаете успех и очень сильно радуетесь этому, вас награждают. То есть это может быть денежный успех, это может быть успех, там, не знаю, в интернете стать знаменитым, или успех на сцене театра, или успех у противоположного пола. То есть, понимаете, победа, но она неожиданная, и она очень такая счастливая, эта победа. Хорошо, теперь чем обрадует вас сентябрь? Мы здесь видим первую карту отшельника, искателя. По сути, это может быть знакомство с одиноким человеком, неважно, мужчина или женщина. Понимаете, эта карта, она часто показывает такое. Но также она может показывать путешествие, ну то есть, что вы куда-то отправитесь, да, и вам будет очень интересно, вы будете все осматривать. Это духовное путешествие, то есть, допустим, посещение мест силы или каких-то там храмов, может быть. Ну, что ты и рассматриваешь, да, но и духовно преображаешься. Вот. Но также карта может показывать вот появление в вашей жизни, да, какого-то вот такого искателя, духовного человека или человека просто интересного для вас, который близок по духу к вам, да. Но иногда она показывает, допустим, кого-то, кто все это время был в вашей жизни, но обособлялся. Вот обособлялся и как-то прятал свое истинное лицо за вот этой вуалью, да. И этот человек может начать стремиться к взаимному пониманию. То есть идет внутренняя работа у этого человека, и он начинает стремиться к взаимному пониманию.
И, соответственно, вы радуетесь этому, что человек раньше скрывался, прятался, да, изолировался от вас или там общался, но через, так скажем, вуаль, да, а теперь он начинает потихоньку открывать свое лицо. И это интересно, это радует. Человек открывается. Ты ждал этого, да? И вообще, согласитесь, это всегда приятно, ну вот узнать чьи-то тайны, раскрыть кого-то, личность, да, которая долгое время там не хотела раскрываться. Или познакомиться с кем-то, кто является одиночкой внутри. Вообще интроверты для экстравертов очень интересные. Одни изучают других постоянно, и они друг друга изучают при общении. Вообще интроверты и экстраверты часто общаются и стараются всячески познать друг друга, потому что им это сложно понять. А когда перед тобой кто-то, кого тебе сложно понять, естественно, ты стараешься с ним как можно больше входить в контакт. И вот тут вот у меня такое чувство, да, что как будто вы общались, ну, не знаю, с интровертом, который никак не раскрывался, а потом начинает потихоньку вылазить из своей скорлупы, да. Так, ну следующая карта у нас 7 воздуха. Вот как я вам говорила, что это как срыв маски, да, или разоблачение чьего-то обмана. Но это вас может именно обрадовать. То есть мы же спрашиваем, что радует в сентябре. И было притворство, а теперь вы раскрываете это притворство. Естественно, это может радовать, да, тут лисы у нас, лисы, там бабочка, да, то есть, естественно, показывает, что была там лиса, носила маску, все они узнали, опять же, чьи-то тайны вскрываете. Но также иногда карта может говорить о том, что вас радует, насколько вы преобразили свой образ, стали более красивым человеком, имели хитрость, да, в преображении себя, или имели хитрость, как худели, там, да, каким-то хитрым способом. И у вас плоды от этого идут. Ну, то есть, когда вы там преобразились, и люди начали тянуться к вам, вы применяли какие-то тайные методы, а потом радуетесь тому, насколько вы можете своим новым образом положительно влиять на людей. Понимаете? То есть в этом суть. То есть карта, она может вот показывать лисью шкурку. Ну, мол, она же очень красивая и привлекательная. И вот так же вы можете быть лисой в сентябре. То есть красивой, привлекательной лисой. И это, конечно, радует, что есть свой шарм, есть свой стиль, есть своя вот эта вот тонкая такая привлекательность, которая всех завораживает. И ты радуешь чьи-то глаза там, да, и люди говорят тебе комплименты, а ты такой загадочный ходишь. То есть вот это тоже может там, ваш стиль, там, да, еще что-то, тоже может очень радовать в сентябре. Ну и дальше у нас, значит, карта дьявол, да. Какая радость есть от этой карты? Ну, во-первых, она показывает разные свидания романтические, да, там, проведение вместе времени с любимым человеком, но при этом что-то происходит такое, не знаю, мистическое. То есть, да, здесь мы видим, что это взаимное согласие, но, конечно, есть в этом и что-то как, ну, такое темно-порочное, да, но это свидание. И мы понимаем, что вы можете поддаться на какие-то свои там плотские желания, на какие-то искушения, да, то есть у вас могут взыграть инстинкты, но при этом как будто идут отношения, вы достаете наружу то, что раньше подавляли в себе в этих отношениях, да, или вообще в жизни, а через отношения вы начинаете это выражать. Но это все равно как бы, по сути, очищение, потому что у тебя был внутренний стыд, ты раскрепостился, ты вытащил на свободу свои желания, да, и теперь, значит, ты наоборот, тебе лучше от того, что ты смог вытащить это все на свободу из себя, да. То есть, понимаете, карта дьявола, она всегда показывает, что в человеке есть темные и светлые стороны, да, но он этого не хочет признавать. Он всегда хочет быть только чистым, белым, пушистым, но ни у кого это не получается. И, соответственно, прятать это в себе и ничего не делать, и не поддаваться искушениям глупо, потому что это все равно в тебе сидит.
И какая разница, мечтаешь ты об этом или делаешь, это не имеет никакого значения. Главное, что у тебя эта темная энергия есть. Вот. А может быть, наоборот, ты бы это сделал, и у тебя бы искушение и желание внутреннее прошло, а ты горел от этого, там, не знаю, желания, там, 20 лет подряд, да? Вот как люди прячут свои какие-то эротические фантазии. Вместо того, чтобы взять и воплотить их в жизнь, они там могут по 40 лет думать об этом и все равно не выразить. Это не говорит о том, что он, когда думал об этом, но не выразил, избавился от темной энергии. Она так как сидела там, так и сидит, понимаете? Поэтому я считаю эту карту несколько, как поддаться искушению в отношениях, да, что-то выразить в себе, вот так. Вижу в этой колоде именно так эту карту. И значит, у вас будет, скорее всего, свидание, встреча там, или какие-то, времяпрепровождения с любимым человеком. Вот и все. Это обрадует. Вот такая вот интересная у нас вторая позиция. Хорошо. Мы идем дальше. Следующая позиция номер 3. Чем вас удивит сентябрь и обрадует? Это все разные позиции в раскладе. И первая карта, какие цели нужно ставить на сентябрь, что вы реально можете добиться и что вы хотите достичь в сентябре подсознательно, да? Мы здесь видим пажа пентаклей, пажа земли. Конечно, эта карта, она, знаете, она может показывать даже вот для многих, там, что приняли бы вас на работу, допустим, или на учебу, вот куда вы желаете попасть. Или какое-то предложение, там, допустим, по учебе, по работе, по повышению, по службе. Может быть, даже цель научиться чему-то, что будет очень важно в вашей жизни и будет применимо в вашей жизни. И также, опять же, вы можете ставить, допустим, целью познакомиться с кем-то в сентябре, если вы хотите, там, допустим, дружбы или отношений. И еще есть момент по этой карте. Ставить цель, навести о ком-то справки и узнать нужную информацию для себя. Или оформить какие-то бумаги, сдать отчеты, или получить от кого-то новость, письмо, сообщение, да. То есть вот в этом суть нашего любопытства Земли, да. Хорошо. Давайте посмотрим, чем вас удивит сентябрь и чем он вас обрадует. Вообще карта у вас неплохая, для целей стоит, да. Что-то узнать, чему-то научиться, проявить любопытство, получить предложение, познакомиться. Хорошая карта. Так, ладно, что вас удивит, сначала смотрим. Так, 9 мечей. 9 воздуха, да. 4 воды. И шут. А дальше, значит, что вас обрадует? Солнце. Солнце явно радует. Хорошая карта. Так, что еще? Луна. Солнце и луна. Класс. И 7 земли. Как интересно. Вот, допустим, если считывать просто знаки с цепочки карт, то первый ряд, что вас удивит, да, дает знак, что человек сначала находится как будто бы в каком-то затыке эмоциональном и даже боится пошевелиться, потом не знает, куда ему идти, потому что ему везде скучно, и он не может себя найти, а потом он обретает новый путь и отправляется в свое новое путешествие, да, свое яркое путешествие, когда у него полно новых впечатлений, и он такой вот, интересующийся всем странник. А второй ряд, конечно же, показывает Солнце и Луна, да, большая удача,
какие-то мистические откровения и нахождение клада, то есть прибавление в деньгах, конечно же. Или, допустим, когда ты что-то ищешь сначала днем, потом ночью, а потом ты это находишь, да, вот еще такая цепочка может быть, что как будто бы вот такое повествование карты показывают, днем и ночью что-то искали и нашли этот клад, то есть обрели вот, не знаю, там большую сумму денег там, или действительно нашли сокровища. Хорошо, теперь давайте разбирать подробно, что вас удивит в сентябре, да, и что обрадует. Теперь по карте. Итак, наша девятка воздуха, наша девятка мечей показывает в этой колоде монстра под кроватью. Если понаблюдать за монстром под кроватью, понятно, что его там нет. Он, оказывается, исчез. И если наблюдать постоянно за своим страхом, то, соответственно, этот страх просто растворяется, потому что ты не понимаешь, а чего же ты боишься, или то, чего ты боишься, не может на самом деле исполниться, или у тебя нет доказательств, что оно сбудется. И вот эта карта, она показывает, что вы можете в сентябре очень удивиться от того, как вы избавились от какого-то страха, фобии, как вы понаблюдали и поняли, что там, допустим, нет больше панических атак каких-нибудь там, да, или каких-то вот таких тяжелых снов, кошмаров ночных, страха темноты, страха высоты. Можете прямо избавиться от какой-то конкретной фобии. Мол, проработали там с психологом, поработали и сами удивились, а как это получилось проработать. Вот именно об этом тут речь. И вообще, эта карта, она очень часто показывает вещи сны. Вы можете удивиться какому-то вещему сну, который взял и сбылся, как пророческий. И да, сентябрь может удивлять вещами снами. Мы это уже много раз с вами поняли. Плюс девятка воздуха, она показывает, что что-то вообще может произойти необычное ночью, в темное время суток. Ну, допустим, ночной звонок, сообщение. И вас это очень удивляет, очень. Вы не ожидали, что этот человек напишет вам там ночью или позвонит вам ночью, или от него придет какое-то известие или о нем, да? И вы будете удивляться этому. Ну и теперь посмотрим на нашу четверку воды. Четверка воды, посмотрите. Полная луна, да, такая красота. Или она вообще на луне, а там видна, может быть, земля, да. Ну, интересная карта. Она показывает созерцание. Она показывает, что человек сидит там на берегу водоема и медитирует. То есть в этом суть этой карты. И, может быть, вы будете действительно заниматься медитацией в сентябре, и что-то, откровение какое-то вот придет, как будто информация о том, что вы хотите в жизни, чем вы хотите заниматься, что вы будете делать, как вам дальше действовать. Или даже еще какие-то большие откровения. Но также четверка воды, она такая мистическая карта, на самом деле, Таро. Вот каждая карта Таро имеет какие-то и положительные, интересные мистические значения. Вот, например, девятка воздуха имеет мистическое значение занять астрологией, да? А четверка воды имеет мистическое значение открыть бизнес в виде торговли редкостями. Ну, то есть там антикварная лавка, эзотерическая лавка, эзотерическая кофейня, да. Может быть, вы просто даже решите, там вот какая-то идея придет о торговле. Но это вообще может быть любой магазин с прилавком. Как вы видите, женщина стоит, скучая за прилавком, как будто перед ней розы, лейки. Пусть они здесь даже на воде, но показан магазин, допустим, да, или там интернет-магазин, или торговля где-то, где может быть и небольшая проходимость народа, но при этом это что-то интересное, как диковинки какие-то, или хозяйственные принадлежности, а может быть и цветочный магазин, потому что в каждой колоде все равно дается свой знак. Может быть, вы даже решите каким-то неожиданно для себя бизнесом заняться, или вы уже им занимаетесь, а он у вас пойдет. Но если упустить мистическое значение четверки воды, четверки кубков, естественно, она показывает, вот я говорю, что идет созерцание, а потом нахождение ответа на свой вопрос.
Вообще, когда мы успокаиваемся, там, садимся в медитативную позу, просто не смотрим там в телефон или куда-то, а стараемся сосредоточиться на том, что нам нужно решить, реально очень часто, даже полчаса там, или 10 даже иногда минут, проведенных наедине с собой, находят ответы на все вопросы. Просто люди сейчас, их голова круглосуточно занята интернетом. Или еще чем-то там, ну не знаю, работой, семьей, чем угодно, только не собой, не своим внутренним миром, не своим высшим я, не своей душой. И если даже элементарно ничем не заниматься, сесть в темной комнате даже на 10-30 минут, вы знаете, сколько всего многого узнаете о себе и поймете многое, и найдете ответы на свои вопросы. Хорошо, теперь идем к нашему шуту. Смотрите, шут. Шут показывает мудрость, но порожденную неразумностью. Ну, то есть, как у святых, да? Святой, он как ребенок. Вот, святость показывает. Давайте поближе посмотрим. Решение любых вопросов с детьми. Вообще, в принципе. То есть, с деторождением, зачатием, решение вопросов с трудным ребенком у вас произойдет в сентябре. То есть у каждого, конечно, своя жизненная ситуация, но что-то с детьми обязательно решится, и вас это удивит. Вы уже и не думали, что это решится, а это решится. Также, конечно, карта показывает новый старт, то есть, возможно, начало чего-то нового в жизни. Например, какое-то знакомство неожиданное может произойти. Или прыжок веры, ну то есть вы решили рискнуть, да, неожиданно для себя. Или начало нового проекта, или начало новой работы, да, куда вы не ждали, что позовут. Или путешествие. Но путешествие пройдет как-то неожиданно, интересно, там, да, увлекательно. Или вы вообще не думали, что поедете, а раз и поехали. Но карта это всегда дает реально эффект вот какого-то приключения, да, и духа авантюризма. То есть, понимаете, эта карта очень интересная. Она показывает нашего внутреннего ребенка, который вдруг решил поиграть, и он будет играть. Он будет играть. Вы будете по-детски радоваться в сентябре чему-то. Вам будет очень интересно что-то делать. И вы пойдете в будущее с улыбкой, не оглядываясь назад. И самое смешное, да, что следующая карта Солнце, ну то есть наш шут куда-то пошел и пришел в большое счастье, да. Солнце, радость, там, успех. Вообще эта карта, она показывает сияние. Ну то есть что вас обрадует в сентябре, что вас будет радовать в сентябре? Ваше собственное сияние. Вы прям будете сиять. Может быть, вы станете более популярны, а может быть, просто вы будете лучиться особой энергетикой, да, и привлекать других людей, потому что вы для них сияете, то есть ваша аура сияет. Карта показывает сокровище, то есть как будто вы получаете какой-то подарок, может быть, который вас радует, да, или большую сумму денег, может быть, вы улучшаете финансовое положение в сентябре. Кстати, вполне эта карта очень сильно улучшает реально финансовое положение и вообще достижение успеха, ну, в каком-то деле, в проблеме, например, да. Жизненная сила может появляться, здоровье, смелость. И также карта иногда показывает, пылающее сердце. Ну, то есть кто-то вас любит, признается в любви, там, не знаю, предлагает отношения или руку и сердце, или просто любимый человек вас всячески обихаживает и делает там вам подарки, оказывает знаки внимания, вы счастливы. То есть вот Солнце, конечно, это очень счастливая и радостная карта. Это значит, что в сентябре вы будете очень-очень много радоваться. Мне вообще нравится карта Солнца тем, что она просто заявляет, ну вот как будто бы, ну теперь точно все будет хорошо. Вот, понимаете? То есть выдохнули, да? Выдохнули. Ну вот сентябрь теперь хороший будет. Так, ну теперь посмотрим на нашу Луну. Луна. Тут, значит, дама с бокалом, ее убаюкивает месяц, внизу воет черный и белый волк. То есть, ну все классно еще. Тут, по-моему, нарцисс или еще какие-то цветы. Интересная карта. Ну, смотрите, она показывает, что идет какая-то загадка, да? Вы окутаны мягким бархатом ночи, вокруг романтическая обстановка.
серебряный свет Луны или полумесяца. И, значит, вот как-то вот так вот все вот романтично происходит. То есть вы можете попасть на ночное свидание, на ночной разговор, допустим, сесть с бокалом, там, не знаю, вина вечером у моря с каким-то загадочным человеком в ресторане, смотреть на закат там, да. То есть, ну, вот такая карта. Или там ночью на волны смотреть. И тепло там еще, допустим, в сентябре. Вот мне нравится в этом плане Луна в этой колоде. Но также она показывает разные сны. Ну, то есть вам может присниться какой-то интересный знаковый сон, который будет пророческим. Или вообще прийти пророческий знак, там, активироваться ваши способности, вы можете больше видеть, да, больше узнавать. Или, допустим, не могли найти общий язык с гадательной системой, и раз нашли там, да, вот у вас уже коннект идет с картами Таро там, или с рунами, и вы уже много чего можете узнать с их помощью. Конечно, Луна — это восприимчивость наша, да, это инстинкты наши, но это и ночное сознание. Ну, то есть ночью, мол, сознание активируется, и больше вы знаете, да, чем днем. Вот. Также это карта фантазий в том плане, что можете придумать что-то яркое, гениальное. Ну и вот я говорю, занятие эзотерикой, магией может быть очень успешным в сентябре для вас, что принесет радость. Если вы вообще эзотерик, в принципе, то это принесет вам богатство, процветание, много клиентов. То есть, конечно, это хорошая карта. В общем, загадочно все и интересно. А теперь наша семерка Земли. Ну, что обрадует, да? Карта показывает, вы долго там проявляли терпение, допустим, что-то делали, вкладывали силы, энергию. И пришло время в сентябре, когда вам за это идут щедрые какие-то дары, вознаграждения, плоды, да. Ну и также я вам говорила, что эта карта иногда показывает клады. Ну, то есть вы долго копали, искали свой клад и, наконец, нашли. Конечно, карта семерка Земли, семерка Пентаклей прибавляет денег, но перед этим вы как будто ради этих денег, ну хотя бы как минимум, или работали, или ну, старались что-то делали, да, придумывали, может быть, бизнес-план, выстраивали бизнес, смотря чем вы в жизни занимаетесь. Если вы не работаете, может быть, там с каким-то человеком были в взаимоотношениях, да, что принесло в итоге свои какие-то даже и не только там любовные плоды, а еще и финансовые. Даже бывает, вот у женщин долгое время мужчина не вкладывался в нее финансово, а по этой карте вот они там какое-то время были вместе, да, она в него вкладывала все равно свои силы, энергию, она его любит, и он начал там ей что-то покупать, вкладываться финансово, понял, что вот у них серьезные отношения, начал проявлять ответственность, то есть можете даже, ну, не знаю, там, допустим, доносили до какого-то человека, ну, там, что он алименты, например, должен платить, выплачивать. И раз он начинает понимать, что да, у меня ребенок, да, раньше я заблуждался, но у меня ребенок, я там должен выплачивать алименты, я буду выплачивать. И вообще у меня появилась такая возможность, раньше ее не было. То есть идут какие-то деньги. Даже если, говорю, вы не работаете, они могут прийти из других источников. Просто смотря над какими источниками вы работали, да, может, вы долго ходили в администрацию, писали заявление, чтобы вам выделили там, квартиру или кусок земли, или общежитие, и там какое-то жилье, да, тоже, или кредит просили долго в банке, тоже это принесет свои результаты. То есть все, над чем вы трудились, работали, что делали, это все приносит результаты. Поэтому карта семерка Пентаклей, вот, особенно в этой колоде, да, она довольно такая хорошая. И, конечно, она показывает, что вы многое можете. И что главное это действовать, главное идти вперед, несмотря ни на что. Она вам докажет, что раз вы до этого шли куда-то вперед, то вы дошли. Вот. А если бы не шли, не дошли бы. То есть вот об этом речь. Ну, вот такие у нас сегодня были 3 позиции интересные. Всем спасибо за внимание. Пишите, нравятся вам такие расклады или нет на будущее, на месяц там, допустим. Вот, какие бы вы хотели видеть темы раскладов на моем канале. Вот я уже взяла на ум, что хотят, устроюсь ли я на работу до конца года, на официальную.
Я сделаю этот расклад обязательно. И также были еще пожелания. Вот, то есть сделаем эти расклады. Ну, то есть на все, конечно же, нужно время. И я вообще, знаете, вот думаю, когда предлагают, ну, какие-то вот темы еще, да, я думаю, конечно, мы все их по кругу обязательно сделаем. Просто, ну, конечно, ну, в день невозможно записать много раскладов, много тем, но сделаем. Поэтому пишите свои пожелания. Я все равно как бы собираю там, допустим, если особенно несколько человек просили какую-то тему, конечно, сделаем. И я всех благодарю за то, что вы поддерживаете мой канал. Ставьте лайки, делайте репосты. Если вы хотите вот правда поддержать, делайте репосты. И что-то случилось, да, YouTube меня опять то ли заблокировал, то ли что, вообще не попадаю в рекомендации. Вижу, что даже мои собственные подписчики, у меня 150 тысяч подписчиков, я ни одного не покупала, честно вам скажу. Но видео смотрит, допустим, максимум 8-10 тысяч. Ну, то есть из 150 это мало. Это не просто мало, это совсем-совсем мало. Значит, YouTube им не показывает оповещения о видео. Поэтому пишите те, кто нашел это видео, да. И также у меня большая просьба написать тем людям, которым оно попалось в YouTube рекомендациях. Потому что YouTube меня не рекомендует. И мне очень интересно, хотя бы какому проценту людей рекомендовал YouTube это видео. Вот. Ну, всем пока, до новых встреч. Я благодарю за донаты, за то, что вы скидываете донаты, потому что это и поддерживает мой канал, и держит его на плаву. Вот. Поэтому от всей души вас низкий поклон тем, кто скидывает донаты. Вы знаете, что это также поддерживает моего отца, он болен. Вот, поэтому те, кто помогает, высшие силы вам засчитают обязательно. Вот, поэтому пишите. До новых встреч.